Тук-тук, Нео, проснись. Ты увяз в матрице, мистер Андерсон. Пора уже освободить свой разум и все-таки понять, насколько глубока кроличья нора. Сегодня мы продолжим изучение Win32 Api, используя Ассемблер Си. Мы закончим сообщениями Windows. Основы понимания возможностей и способы практического применения заложены и отработаны. Дополнительные вишенки на торте будут обязательно появляться при рассмотрении новых тем и конкретных примеров. Так что, как здесь принято говорить, подписываемся и ставим лайки. Поехали! В видео мы более подробно разберемся с функциями SendMessage и PostMessage. Рассмотрим недекларируемое почему-то Microsoft, важные моменты их практического применения. Выясним, как выявлять и расшифровывать ошибки функций Win32 Api. И как очередной пример воздействия на запущенные программы, напомним неискушенному пользователю о том, что матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Итак, сразу перейдем к особенностям SendMessage и PostMessage. Из наиболее важных необходимо знать две. Первая особенность. SendMessage отправляет сообщение и ждет, пока целевое окно это сообщение обработает. А PostMessage просто помещает сообщение в очередь сообщений, и программа работает дальше. Посмотрим на примере. В обработчике сообщений SendMessage to Message2 и PostMessage to Message2 программы Message1.exe помещаем следующий код. При нажатии на кнопку SendMessage to Message2 вызывается функция FindWindow. По классу GetLastError она ищет среди запущенных приложений окно нашей второй программы Message2. Если находит, то возвращает необходимый нам handle окна. Получив handle, мы отправляем нашему приложению Message2 сообщение WM_null. Это сообщение ничего не делает и не содержит аргументов. Его часто используют в отладке работы сообщений Windows. При нажатии на кнопку PostMessage to Message2 происходит то же самое, только сообщение WM_null отправляется окну программы Message2 функцией PostMessage. После отправки сообщения программой Message1 программа Message2 его получит. Напишем соответствующий обработчик функции обработки сообщений окна программы Message2. Код представляет собой бесконечный цикл. В цикле вызывается функция sleep, которая, как мы знаем, приостанавливает поток, в данном случае основной поток процесса программы Message2. Цикл бесконечен, поэтому дальнейший код программы не исполняется и программа зависает. Таким образом, нажатием на любую из кнопок отправки сообщений в программе Message1 мы подвесим программу Message2. Как же будет вести себя программа Message1? При нажатии на кнопку SendMessage to Message2 функция SendMessage отправит сообщение программе Message2 и будет ждать ответа на свое сообщение. Но так как Message2 висит, то ответа SendMessage не получит. Программа Message1.exe также подвиснет и будет висеть, пока висит Message2. Единственный способ разморозить нашу подопытную — это закрыть программу Message2. При нажатии на кнопку PostMessage to Message2 сообщение будет отправлено функцией PostMessage. После отправки PostMessage не дожидается ответа, сразу завершится и даст возможность программе работать в обычном режиме.
Проверим это все на практике. Запускаем программы. Нажимаем SendMessage to Message to. Зависли. Еще раз запускаем программы. Нажимаем PostMessage to Message to. Программа Message to висит. Программа Message One нормально работает, без всяких тормозов и зависаний. Говорят, что функция SendMessage синхронная, то есть ее поведение синхронизировано, зависимо от ответной реакции приложения. Функция PostMessage асинхронная, то есть независимая, как вещь в себе Иммануила Канта. Рассмотрим вторую отличительную особенность функций SendMessage и PostMessage. Для этого немного изменим код. Будем отправлять нашему приложению message2 вместо сообщения WM_null сообщение WM_setText. Это сообщение имеет второй параметр – указатель на нуль-терминированную строку. Нуль-терминированных строк у нас полно. Используем PCZ Matrix Has You и PCZ Good. Подправляем код. SendMessage WM setText и PostMessage. Сообщение вставляем WM_setText. Запускаем программы. SendMessage работает отлично. А вот PostMessage не работает. Попробуем отловить ошибку функции PostMessage сразу после ее выполнения. Посмотрим MSDN. Если функция PostMessage выполняется неудачно, возвращается нулевое значение. Дополнительные сведения об ошибке можно получить, вызвав GetLastError. Только что мы познакомились со стандартным способом определения ошибок при вызове функции Win32 Api. Хочу напомнить, что дальнейшее развитие канала зависит от вас. Поддержите подпиской и лайком. Благодарю. Чтобы получить код ошибки в цифровом виде, используем GetLastError в нашем коде. Вставляем две локальные переменные и код. Функция RTL0Memory заполнит нулями локальную переменную PCZ String размером 16+1 байт. 16 байт для строки и 1 байт для терминала. Для нуля. Size of. Оператор трансляции, возвращающий число байт занимаемых переменной. В нашем случае он равен 16+1 равно 17. RTL0Memory. Недокументированная функция ядра Windows. Библиотека kernel32lib. Она заполняет нулями массив байт указанного размера в памяти. Для избежания возможных ошибок, которые могут появиться при внесении изменений в код программы, так называемая остаточная информация, в особенности при работе с нуль-терминированными строками, рекомендуется всегда, когда возможно, заполнять блок рабочей памяти нулями. GetLastError. Вызываем сразу после PostMessage. Move dd tmp,
заносим код ошибки в формате двойного слова word в переменную ddtmp. Invoke dw2a. Функция специализированной библиотеки masm32. Include файлы masm32inc и masm32lib. Библиотека функций masm32 создана самими разработчиками проекта. Напомним, что masm32 это не проект Microsoft, хотя за основу взят masm. masm32 – частная доработка. Для удобства программирования в системе Windows была создана библиотека функций. Код хорошо оптимизирован и по размеру, и по производительности. Набор функций можно посмотреть в файле помощи к masm32. Вы можете это сделать через help redasma. Help masm32 masm32lib. Очень рекомендую применять. Даже настаиваю применять. Сбережете время и проблемы. Вернемся к функции dw2a. Она переводит код ошибки размером word, помещенный после вызова GetLastError в EAX, в десятичное число в формате ASCII строки. Это нам нужно для того, чтобы вывести число с помощью MessageBox. Компилим. Запускаем обе программы. Отправляем сообщение WM_SendText при помощи PostMessage. Видим код ошибки 1159. В Гугле ищем майкрософтовскую ссылку по запросу GetLastError. Ищем в тексте ссылку на список кодов ошибок, предоставляемых операционной системой. Системные коды ошибок. Кликаем, заходим. На странице ищем сам код ошибки 1159. Error message sync only. Сообщение можно использовать только с синхронными операциями. Отлично. Мы знаем, что PostMessage асинхронная функция. Ошибка нам подсказала, что передать сообщение WM_SendText мы можем только синхронно. И это можно сделать с помощью функции SendMessage. Кстати, удобный справочник расшифровки кодов ошибок Win32 Api есть в нашей среде разработки redasma. Главное меню, Help, Error Look, 1159 и жмем клавишу Lookup. Сообщение может быть использовано только с операциями синхронизации. Так что пользуйтесь на здоровье. Предоставим вам информацию, которая по какой-то причине не разъясняется в справочниках Microsoft. Если один из параметров сообщения Windows является указателем на что-либо, в нашем случае второй параметр lparm, сообщение WM_SendText является указателем на терминированную строку, то для передачи сообщения пользоваться асинхронными функциями, такими как PostMessage, нельзя. Только синхронными, такими как SendMessage. Если же параметры сообщений являются простым значением word, числом, нулем, булевым значением да или нет, то можно использовать как синхронные, так и асинхронные функции. Итак, второй вопрос раскрыт. Переходим к третьему.
Для того, чтобы познать матрицу до конца, познакомимся с еще одной замечательной функцией Win32 Api – GetForegroundWindow. GetForegroundWindow извлекает дескриптор окна переднего плана, окна, с которым пользователь в данный момент работает. Дескриптор – это то же, что и handle. Почему так получается у Microsoft? Такая неопределенность. Handle, дескриптор. Я не знаю. Пускай это будет на их совести. В обработчике сообщения нажатия на кнопку Matrix Has You вносим следующий код. Он будет запускать таймер с промежутком в 100 миллисекунд. После чего делать окно нашего приложения Message One невидимым. Вносим код. Готово. В обработчик сообщения WM_таймер вносим строки кода. Каждые 100 миллисекунд программа будет извлекать дескриптор окна переднего плана и присваивать ему наш текст, пугающий своей несомненной истиной. Учтите, что завершить программу Message One после этого можно будет только с помощью Ctrl-Alt-Del, либо перезагрузив систему. Тестируем. Отлично. Теперь быстро и без комментариев перенесем этот код в Pelles C. Пока идет процесс, в связи с часто задаваемыми вопросами, я поясню, зачем код пишется на двух языках – Ассемблере и C. Язык C – это ассемблер для ленивых. Чай этот стат, спросите у Гугла. К тому же, большая вероятность, что C вы уже изучали и знаете, хотя бы в рамках изучения C++. Таким образом, на основании аналогии изучить ассемблер для Windows будет гораздо проще. С каждым разом ассемблерный код будет раскрываться все больше и больше, а пока наслаждайтесь макросами типа C подобных вызовов функций посредством invoke и директивами типа .if, .endif или .while, .endWhile. Итак, тестируем, что у нас получилось. Работает. Ну что же, в нашем случае matrix must die. А мы заканчиваем ролик. Подписываемся и ставим лайки. До свидания.